В этом фильме будет рассказано, зачем обучать собаку хождению рядом с поднятой головой и почему так важно удержание внимания собаки на хозяине во время движения рядом. Какой практический смысл тратить время и усилия на тренировку хождения рядом в спортивном стиле, если я не собираюсь ходить на соревнования? Кроме потраченного времени и усилий, такое хождение рядом есть практически минус. Спортивная собака выполняет упражнения на ровном поле, а в жизни мы с моей собакой ходим по пересеченной местности. И задирать голову собаки нерационально. Собака спотыкается, все равно выходит из этого спортивного стиля. Тем не менее, смысл в такой дрессировке есть, и об этом будет рассказано в нашем ролике. Спортивных собак сразу вынесем за скобки, поскольку спорт есть спорт. Таковы правила, и спорить с ними не наша задача. Поговорим об обычной дисциплинарной дрессировке. В силу разных обстоятельств собака не всегда ходит рядом идеально. Как минимум есть три уровня выполнения собакой команды рядом. Собака может идти рядом четко и правильно, может идти рядом и при этом более или менее отвлекаться, а может совсем не идти рядом и тащить хозяина на поводке. Если иногда позволять собаке нечетко выполнять команду, то эта собака со временем будет работать менее четко и в других ситуациях. Для понимания того, как разрушается навык движения рядом, важно учитывать, что хозяин собаки не имеет желания ее поправлять и корректировать. Когда владелец корректирует свою собаку, то это действие разрушает его иллюзии, что у него очень умная и послушная собака. Поэтому важно, чтобы был четкий критерий правильности выполнения собакой навыка движения рядом. Этот критерий должен быть настолько очевидным, чтобы владелец собаки не мог заниматься самообманом. Не имея четкого критерия и неосознанно стараясь сохранить свои иллюзии, владелец позволяет собаке расширять пределы допустимой вариативности выполнения упражнения. Когда мы отрабатываем движение рядом с поднятой головой, то помимо положения собаки около ноги дрессировщика появляется дополнительный четкий критерий. Если собака идет рядом с поднятой головой и взгляд направлен вверх, можем считать, что собака работает. Когда нет такого поведения, то можно считать, что собака халтурит, и ее нужно стимулировать или корректировать. Для собаки ходить с поднятой головой неудобно и неестественно. Стоит ли ради появления этого критерия правильности мучить себя и собаку? Может, проще на глаз научиться определять точность положения собаки около ноги хозяина? Научиться можно, но сам факт того, что мы требуем от собаки неестественного поведения, помогает нам ее контролировать. Собака, которая занята сложным поведением, вынуждена больше сосредотачиваться на выполнении команды рядом. Собака загружена работой, и у нее меньше возможностей для отвлечения на посторонние факторы. Кроме того, что собака занята работой, которая требует от нее повышенного контроля своих действий, есть еще один положительный момент. Собака, которая смотрит вверх, не видит отвлекающих факторов, которые не попадают в ее поле зрения. Конечно, она может слышать и чувствовать запах, но зрительный канал восприятия у нее частично оказывается перекрытым. Это обстоятельство облегчает владельцу контроль над собакой. К тому же собаки, которые смотрят вверх, в тот момент, когда условные рефлексы уже не в силах ее удержать, легче показать корм или игрушку. То есть перевести собаку на натуральное позитивное воздействие. Проще говоря, такую собаку легче отвлечь и переключить на корм или игрушку. Если мы учим собаку более сложному выполнению хождения рядом, то у нас появляется буферная зона между правильным выполнением команды рядом и отказом выполнять эту команду. Когда собака начинает отвлекаться и нарушать команду, то это хорошо понятно, поскольку собака теряет концентрацию на хозяине, перестает смотреть на него. В этот момент владелец собаки может и должен стимулировать ее к более четкому выполнению команды. И собаке, и хозяину хорошо понятно, в чем ошибка и что собака должна сделать, чтобы выполнение команды рядом соответствовало правильному исполнению. Если мы не учим собаку ходить рядом в спортивном стиле, и хождение без концентрации это норма, то ухудшение выполнения по разным причинам это уже выход из правильного положения около ноги, то есть снижение возможности контролировать собаку. Хорошо. Но как быть с хождением по пересеченной местности или когда надо долго идти с собакой? Ведь собаке сложно долго ходить рядом в спортивном стиле. Этот вопрос решается либо использованием двух команд, либо использованием правого и левого положения собаки относительно владельца. Вы можете использовать команду рядом для обычного движения с собакой.
и уточняющую команду «фус», если в данный момент надо максимально сконцентрировать собаку на себе. Другой вариант – это когда собака слева идет в четком спортивном стиле, и такое хождение от нее требуется в основном на тренировках, которые проходят на площадке или на поле. А с правой стороны вы вводите собаку по городу. Последний вопрос. Можно ли все-таки не заморачиваться концентрацией и научить собаку надежно ходить рядом, без всяких новомодных наворотов? Да, конечно, можно учить и по-старому. Но все-таки в конце этого фильма хочу перечислить причины, по которым есть смысл обучать собаку спортивному хождению рядом. Первое. Дополнительный четкий критерий правильности выполнения навыка. Второе. Неудобные и неестественные движения вынуждают собаку сосредоточиться на работе. Третье. Собака, которая смотрит вверх, не видит отвлекающих факторов, которые не попадают в ее поле зрения. Четвертое. Собаку, которая смотрит вверх, легче включить на корм или игрушку. Пятое. Обычное хождение рядом становится буферной зоной между правильным выполнением и нарушением команды рядом. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте нравится.